Вы никогда не обращали внимания, что в эпическом шедевре «Тото Кутуньо L'Italiano», который мы называем «Лашантами Кантары», там перечислены все стереотипы, связанные с жизнью настоящего итальянца, от кофе до носков и от политики до футбола. Пицца не упомянута ни разу. Спагетти упомянуты, пицца нет. Является ли пицца подлинным итальянским изобретением? Это вопрос, периодически поднимающий холивар в разных углах интернета. Потому что интернет изобрели именно для этого – ругаться с незнакомыми людьми по незначительным вопросам. Так вот, если вы попробуете погуглить, где была изобретена пицца, на вас немедленно вывалят несколько замечательных версий. Большинство из них будет стараться опровергнуть итальянское происхождение этого самого итальянского блюда. Давайте раз и навсегда закроем этот вопрос. Ответ на вопрос, когда и где появилась пицца, напрямую зависит от того, что вы считаете пиццей. И это вопрос мутный, имея в виду, насколько современная пицца – разнообразное блюдо, допускающее широкий ассортимент начинок и способов приготовления. Но тем не менее, не всякую круглую выпечку, пролезающую под дверь, можно назвать пиццей. Иначе, конечно, мы можем проследить так называемую историю пиццы к каменному веку, когда первый человек научился делать тесто, и мамонт сел на это тесто, и хозяйка решила испечь как есть. Думаю, никто не будет возражать, что просто лепешка из хлеба – это еще не пицца. Есть некоторое минимальное количество обязательных ингредиентов, которые, собственно, и делают пиццу пиццей. Дрожжевое тесто, сыр и томаты. То есть пицца маринара – это минимальная пицца, от нее уже ничего нельзя отнять. Но можно много что добавить. Это пицца согласно Оксфордскому словарю. А кто мы такие, чтобы спорить с Оксфордским словарем? Поэтому я буду защищать точку зрения, что пицца не могла появиться до тех пор, пока в Европе не появились томаты. Потому что пицца без помидоров – это не пицца. Это хачапури. Пицца без помидоров – это хачапури. Я в курсе, что существует пицца бьянка, белая пицца. Но на прошлой неделе я ела жареные суши в кляре. Вкусно, чудесно. Это не суши, но прекрасное блюдо. Поэтому, говоря об истории пиццы, я отказываюсь рассматривать мозаики Помпей и цитировать хроники, в которых воины персидского царя Дария ели лепешки с финиками, присыпанные козьим сыром. Хлеб и сыр были основными пищевыми продуктами почти всех оседлых цивилизаций, и положить одно на другое не было огромной инновацией. Это еще не пицца. Все первые хлебы выпекались в форме лепешек. Хлебные лепешки ведут свою историю с неолита, в прямом смысле слова, 12 тысяч лет назад. Даже если на них сверху клали мясо птеродактиля, это еще не пицца. Есть свидетельство, что когда древние греки колонизировали Южную Италию, они привезли с собой свои традиционные лепешки с сыром. Они также основали Неаполис, будущий Неаполь, родину пиццы. Но то, что они ели пита с сыром и припеком из овощей, это тоже еще не была пицца. Кстати, то, что греческое слово «пита» и итальянское «пицца» звучат похоже, по мнению большинства филологов, не совпадение. Весьма вероятно, что слово «пицца» произошло от слова «пита». Есть, правда, другая интересная гипотеза, что это слово происходит от диалектного итальянского слова «пинза», означавшего «припечатать» или «прижать». Есть еще вариант этимологии, тянущий происхождение этого слова из германских языков. Помните, как лангобарды захватили север Италии, выгнали венетов? Это было германское племя. И у них слово «пиццу» означало «укус», как на один укус, кусочек. Никто точно не знает. Но даже в раннем Средневековье, когда по всей Европе на хлебные лепехи начали припечатывать разные гарниры, во Франции это был карамелизированный лук и оливки, в Испании красный перец и сардины, а в Турции баранина с пряными травами.
это все еще были не пиццы. Пицца не появится до XVI века, когда испанцы привезут из Америки помидоры. Вы спросите, а почему пицца не могла быть изобретена в Америке, на родине помидоров? Потому что там не было пшеницы, а пшеничная лепешка – это тоже обязательный компонент. Ржи и риса там тоже не было, одна кукуруза. Пицца – это продукт колумбового обмена, когда зерновые Старого Света встретились с овощами из Нового. К 1522 году томаты совершили бросок через океан и начали обживаться в Старом Свете. Но поначалу они выращивались исключительно как декоративное растение. Похоже на то, что итальянцы начали употреблять томаты в пищу только благодаря испанцам, которые контролировали Неаполь и Сардинию весь 17 век. И только тогда помидоры начали появляться в итальянских поваренных книгах. А до тех пор итальянцы на них просто любовались. И Неаполь был первым включившим помидоры в меню. К этому времени читающая итальянская публика успела выучить, что томаты ядовиты. Кроме того, они имели привычку, вырастая, склоняться до земли и были какими-то грязными. И в результате помидоры были вытеснены в самый низ социальной пирамиды еды. Неимущие неаполитанцы, у которых не было денег ни на что, кроме муки, сыра от родной коровы, травок с огорода и никому не нужных томатов, создали первую пиццу. Это произошло где-то в XVIII веке, не раньше. При этом слово «пицца» употреблялось и до этого. Самое раннее обнаруженное упоминание слова «пицца» находится в нотариальном документе, написанном на латыни и датированным маем 997 года, конец X века. Гаэцкий церковный феодал требовал от кого-то выплаты 12 пиц, свиной лопатки и свиной почки на Рождество, а также 12 пиц и пары цыплят на Пасху. Но он, конечно, запрашивал скорее питу, чем пиццу. И до XVIII века итальянцы называли пиццей просто дрожжевую лепешку, без ничего или с припеком. Но это, еще раз повторю, это не было то, что мы сейчас называем пиццей. В XVIII веке пицца проклевывается в Южной Италии как отдельное блюдо. Примитивный дешевый фастфуд, вызывавший брезгливость у всех элегантных путешественников, как отечественных, так и зарубежных. Это была еда рабочего люда, которую можно было съесть, остановившись на 5 минут в обеденный перерыв. Лепешка, сыр, помидоры, еще что нашлось из остатков ужина, как правило, рыба. Сэмюэль Морзе, тот самый, придумавший азбуку Морзе, описывает пиццу как тип совершенно отвратительного пирога, покрытого томатами и слегка приправленного черным перцем и рыбой, и не знаю чем еще, и все это выглядит, как будто только что было вытащено из канализации. Поначалу никому не приходило в голову посвящать пицце отдельный ресторан. Пиццайола, продавцы пиццы, продавали свой товар на улицах со столов. Но пицца потихоньку выбивалась в люди. Первое известное нам заведение, посвященное пицце, открылось в 1830-м в Неаполе. И оно называлось «Антика пиццерия Порт-д'Альба». Наверное, тогда оно еще не называлось «Антика». Эта пиццерия все еще работает. Я нашла ее сайт. Но в те времена это был не ресторан, а база для разносчиков, кухня, где они получали через окно горячие пиццы и шли торговать ими на улицах, балансируя их на голове поверх маленькой портативной жаровни. В любом случае, пицца оставалась вульгарной едой для бедняков, распространенной исключительно в некоторых частях Южной Италии, аж до конца XIX века. То есть пицца существовала, но это было региональное и очень примитивное блюдо, по большей части готовившееся дома. Фактически лепешка с остатками разной еды, которую было жалко выкидывать. Чеснок играл тогда огромную роль в рецепте, потому что надо было отбить запах других, с позволения сказать, ингредиентов. Чтобы превратить это убожество в символ Италии, понадобилось серьезное маркетинговое усилие одного человека – Рафаэля Эспозито.
Эспозито был шеф-поваром и хозяином таверны под замечательным названием «Пиццерия ди Пьеро e Баста Коси». Пиццерия Пьетро, и этого достаточно. Согласно популярной легенде, в 1889 году итальянская королевская чета Умберто I и Маргарита Савойская посетили Неаполь. Скучающая королева потребовала национальной кухни. Королевский повар призвал на кухню Рафаэля Эспозито, и тот приготовил для королевы несколько вариантов пиц с более приличной начинкой, чем чеснок и объедки. Королеве больше всего понравилась пицца с моцареллой и базиликом. Белый сыр, красный томатный соус и зеленые листья базилика составляли патриотичную гамму флага недавно провозглашенной Объединенной Италии. Эспозито назвал эту пиццу Маргаритой в честь королевы и вывесил на стену своего ресторана в рамочку благодарственное письмо мажордома королевского двора, в котором тот от имени королевы благодарил Эспозито за этот деликатес. Оно все еще там висит, и пиццерия, теперь она называется Бранди, работает. К сожалению, это письмо было признано подделкой. Нет вообще никаких сведений о визите королевы в Неаполь в те годы. Выяснилось также, что еще за 6 лет до этого Эспозито запрашивал разрешение назвать свое заведение «Пиццерия дель Рейна d'Italia». А пиццу с моцареллой и базиликом в Неаполе делали и раньше. То есть вся эта красивая история, похоже, была придумана в рекламных целях. Что правда, так это то, что Эспозито сделал моцареллу сыром по умолчанию для пиццы. И этим он действительно внес вклад в становление современного стандарта неаполитанской пиццы. Но пицца не проснулась на утро знаменитой благодаря ее успеху у королевы. Пицца продолжала медленно распространяться за пределы Неаполя, все еще продолжая оставаться региональным казусом в глазах большей части Италии. Но между 1880 и 1914 более 13 миллионов итальянцев покинули родину и перебрались за океан. И пицца эмигрировала вместе с ними. На данный момент примерно 5,5% американцев имеют итальянское происхождение. Каждый 20-й, да. Это была одна из крупнейших добровольных миграций в мировой истории. Объединение Италии в 1861 году звучит, конечно, замечательно. Свобода, независимость, новая гордая страна, самостоятельно определяющая свое будущее. Но после этого миллионы человек бегут из этой новой страны. Италия, конечно, объединилась политически, но экономически все знали, что Северная Италия и Южная Италия – это две разные страны, два разных мира. Северная Италия была европейской, промышленно развитой, прогрессивной страной. Южная Италия была ее позорными задворками. Объединение отменило там феодальную систему. Феодальную. Там был феодализм. Сельскохозяйственный, нищий, неграмотный юг отставал от всей Европы на несколько веков. Север фактически решал будущее новой страны. Там было политическое влияние, там были деньги. И так получилось, что большая часть решений нового правительства благоприятствовали развитию севера страны, не обращая внимания на проблемы и без того проблемного юга. Налоги, тарифы на продукты, даже новая система призыва в армию – все это стало серьезным бременем для населения южных областей. Экономическая ситуация после объединения стала невыносимой для многих издольщиков, фермеров, арендаторов и для малого бизнеса, и начинается массовая экономическая миграция. Люди бегут из Южной Италии как на север, за Апеннины, так и через океан в Америке. Огромное количество итальянских эмигрантов примет США, которые в то время активно старались восполнить нехватку рабочей силы после гражданской войны. Большинство этих итальянцев не планировало оставаться. Они собирались заработать и вернуться домой. То есть они приезжали не насовсем, и многим это удалось. Поэтому итальянцы не пытаются купить ферму и осесть на земле, как это делали, к примеру, немцы, фактически распахавшие Средний Запад.
итальянцы устремляются в большие города. И там, в Нью-Йорке, в Трентоне, в Чикаго, в Бостоне, итальянские иммигранты с юга образуют большие землячества и начинают печь свои пиццы. Это были простые, очень бедные люди, не пытавшиеся создавать какие-то кулинарные шедевры. Они открывали продуктовые лавки и ресторанчики, чтобы кормить таких же, как они. И пицца становится популярна в американских городах просто потому, что итальянцев там становится очень много. Популярная легенда говорит, что первую пиццерию в США открыл Дженнаро Ломбарди в 1905 году в Нью-Йорке. Есть известная фотография, на которой Ломбарди, тот, что справа, без усов, стоит на крыльце пиццерии, названной его именем. И Ломбарди считался отцом американской пиццы до самых последних лет, когда въедливые историки обнаружили, что еще в 1890-х годах некто Филиппо Мелоне основал в США целых 6 пиццерий, включая ту, хозяином которой стал потом Ломбарди. Филиппо Мелоне прибыл в Америку 18-летним пиццейоло и в 1897 открыл свою первую, и не исключено, что первую в Америке, пиццерию в Нью-Йорке по адресу 53 с половиной Спринг-стрит. С половиной? Сохранилась реклама его пиццерии в газетах. Поначалу его пиццерии, точно так же, как это было на родине в Италии, были клубами для мужчин. Но к концу 1920-х они стали набирать популярность, и некоторые из них даже храбро писали в рекламе, что они рады и женщинам. Но в любом случае, до 30-х годов даже американцы, жившие бок о бок с итальянскими иммигрантами, не слыхали про пиццу. Это все еще был чужеродный, вульгарный, ассоциирующийся с нищими бесправными пришельцами хавчик. Но между делом, где-то в процессе объединения Италии и путешествия за океан, пицца успела серьезно измениться. Потому что до конца XIX века это блюдо было преимущественно сладким, а не пикантным. То есть это все еще, строго говоря, не пицца. В классической кулинарной книге Пеллегрино Артузи начала XX века даны 3 рецепта пиццы. Все они сладкие. На пиццах чаще видели фиги, чем колбасу. После отзывов нескольких читателей Артузи добавил к изданию 1911 года лист с рецептом пиццы алла наполитано – моцарелла, помидоры, анчоусы и грибы. Пицца постепенно перестает быть перекусоном и превращается в основное обеденное блюдо. А потом пицца претерпевает то, что впоследствии социологи и культурологи назовут эффектом пиццы. Эффект пиццы – это явление, когда элементы культуры какого-то народа трансформируются, переехав в другую страну, а затем возвращаются в культуру их происхождения в новом виде. Происходит реинкультурация, если вам нравятся умные слова. Классический эффект пиццы – это, к примеру, Джек-о'-лантерн, фонари из тыкв, которые массерят на Хэллоуин по всему миру. Первоначально их делали из брюквы или репы в Ирландии и Шотландии на День всех святых. Потом вместе с ирландскими иммигрантами этот обычай добрался до Америки, где фонари начали резать из гораздо лучше к этому приспособленной местной тыквы. А потом фонари из тыквы снова пересекли океан, и теперь их делают в той же Ирландии из тыквы. Так вот, с пиццей в 20 веке произошла подобная трансформация. Пицца вернулась в Италию, превратившись фактически в другое блюдо. Если в начале 19 века в Неаполе пиццей вы могли разве что перекусить, если вас не вырвет, то теперь пицца имеет рецепты и рестораны. Это обед или ужин, сводящий семьи и друзей за одним столом. Еще одна популярная легенда гласит, что взрывной рост популярности пиццы в Штатах случился после Второй мировой войны, когда домой вернулись американские солдаты, попробовавшие пиццу в Италии. На деле в Италии было очень мало американских солдат, и даже там пицца все еще была неаполитанским блюдом, мало распространенным в остальной части страны. Что на самом деле случилось, так это то, что американские туристы, отправившиеся в Европу в послевоенное время, американский доллар стоял высоко относительно европейских валют,
и начали летать трансатлантические самолеты, вспоминая ресторанчики в своих маленьких Италиях на родине, начали требовать пиццу в итальянских ресторанах. Тамошние рестораторы, наверное, изумились, почему богатые американские туристы хотят есть какую-то подзаборную гадость, и постарались приготовить ее получше. И так родилась настоящая современная ресторанная пицца – дитя Италии и Америки. И с тех пор пицца начинает триумфальное шествие по всему земному шару. Неаполь начинает не просто гордиться пиццей, он организует Ассоциационе Вераче Пицца Наполитана, ассоциацию истинной неаполитанской пиццы, которая установила очень жесткие правила, которым необходимо следовать при приготовлении настоящей неаполитанской пиццы. Настоящая неаполитанская пицца выпекается только в дровяной куполообразной печи. Ее корж должен быть замешан вручную, без применения механизации. Раскатывать его можно только руками, а не скалкой. Его диаметр не должен превышать 35 сантиметров и иметь в толщину не более 1/3 сантиметра в центре. На начинку идут исключительно помидоры Сан-Марцано, выращенные на склонах Везувия, а моцарелла не из коровьего молока, боже упаси, а из молока средиземноморского буйвола. Корж сбрызгивают оливковым маслом и добавляют томатную начинку только по часовой стрелке. После чего пиццу отправляют в печь, нагретую до 485 градусов Цельсия на 60-70 секунд. Так можно делать или маринару, или маргариту. Искусство приготовления пиццы наполитано включено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В Риме во многих местах продают пиццу аль таглио на вынос, выпекаемую в больших прямоугольных противнях. Ее бесцеремонно режут на куски ножницами, и это был мой первый вкус Италии, когда я еще ничего ни про какую итальянскую кухню не знала. Выдали через прилавок в бумажку, свернутую вдвое. И это было просто божественно. В Италии популярны несколько вариантов начинки для пиццы. С грибами, анчоусами, оливками, луком. Все это традиционные начинки. Колбасу и прочие мясные продукты на пиццу нагрузила другая страна, возведшая пиццу в культовый статус. Это, конечно, США. Там придумывать местные разновидности пиццы – это национальный спорт. Но колбаса пепперони на ней будет практически гарантирована. Нью-йоркская пицца ближе всего к неаполитанской. Тонкая и гибкая, но с колбасой. Пиццу Чикаго стайл делают в глубокой сковороде, и у нее не корж, а целая корзина, куда входит очень много начинки. А на юге, в Мемфисе, делают пиццу соусом барбекю вместо маринары и часто используют курицу для начинки. Октябрь отмечают в США как национальный месяц пиццы. Страны, присоединившиеся к вечеринке позже, ввели в обиход отклоняющиеся варианты. В Исландии и Швеции, по уверению Википедии, на пиццу часто кладут бананы. Это называется пицца африкано. Пожалуйста, если вы там живете, подтвердите или опровергните в комментариях. Я поверить в это не могу. Хотя, вы знаете, что гавайская пицца, та, что с ветчиной и ананасами, была изобретена в Канаде, да, греком, Сэмом Панополусом в Чатаме, Онтарио. Канадцы также начали первыми класть на пиццу бекон. Канадцы вообще остряки. В Квебеке вам подадут так называемые пиццагетти, то есть пиццу со спагетти на гарнир. Зимы в Канаде суровые, лишних карбогидратов не бывает. Япония тоже хороша издеваться над классикой. Там на пиццу часто мажут майонез и ему подобные соусы, а поверх насыпают морепродукты, такие как кальмары. Корейцы еще хлеще. Вы слыхали о пицце с начинкой из картофеля? Как насчет кимчи? С кукурузой? С крабами? Это уже не пицца. В Австралии на пиццу часто разбивают поверх яйцо. Ну вот, мы опять пришли к тому же. Это не пицца, это хачапури по-аджарски. А у них там бекон. У них там бекон. Там бекон под яйцом. Компания Pizza Company Таиланд представила пиццу с дурианом в 2018 году и получила неоднозначные отзывы. Конец цитаты. В 2012 году в Лос-Анджелесе была приготовлена самая большая пицца в мире.
Ее площадь составляла 1261,65 квадратных метра. Зрелище совершенно отвратительное. Я не знаю, как они ее ели, но я вам покажу, как есть пиццу нормального размера. Однажды очередной мэр Нью-Йорка Билл де Блазио чуть не спустил в унитаз свою политическую карьеру, когда его сфотографировали в ресторане, поедающим пиццу ножом и вилкой. На него накинулись все нью-йоркцы, решившие, что это кощунство. Бедняге пришлось ссылаться на свои итальянские корни, чтобы оправдаться в этом пиццегейте. Большая часть интернета сочла, что у нью-йоркцев просто мало проблем, вот они и придумывают. Но это же местечковые культурные нормы, которые отделяют своих от чужих. Нью-йоркцы всегда едят пиццу руками. Для них есть пиццу ножом и вилкой. Это как для сибиряка позы есть ножом и вилкой. Ну так что ж, сейчас посмотрим, кто из нас истинно сибиряк здесь. Позы. Ага, первая ошибка. Трагическая ошибка. Вилка, вилка, ручкой. Ручкой, Валенька, ручкой. Но это не значит, что есть пиццу при помощи столовых приборов прямо нельзя или неправильно. Как есть пиццу, зависит от 3 факторов. Где вы находитесь, как подана пицца и какая это пицца. В подавляющем большинстве случаев пицца подается в неформальной обстановке и не требует политесов в обращении. Вы берете кусок, без особых нежностей складываете его вдвое, чтобы меньше запачкать свою пижаму, и отправляете в рот. Так легко справиться с пиццей в неаполитанском или нью-йоркском стиле с тонким гибким коржом. Но, к примеру, толстую пиццу в чикагском стиле вы вдвое не свернете. На иной пицце может быть так много начинки, что она просто не выдержит собственной тяжести, если вы попробуете поднять ее с тарелки. Поэтому абсолютно допустимо есть пиццу ножом и вилкой. Более того, в определенных случаях это единственно приемлемый способ. Пожалуйста, не ешьте пиццу руками в формальных ситуациях или в помпезных ресторанах. Если вы опрометчиво заказали пиццу на бизнес-ланч, вы едите ее ножом и вилкой. Процедура следующая. В некоторых ресторанах пиццу подают не разрезанной, предоставляя гостям самим делить ее на куски. Это тоже абсолютно нормально. Но даже если она уже разрезана на традиционные 6 или 8 кусков, вам нужно начать с того, что вы отрезаете тонкий сектор, после чего вы начинаете работать над вашей пиццей с центра, продвигаясь к периферии. Отрезаете маленький кусочек от внутреннего угла, отправляете в рот. Отрезаете следующий, отправляете в рот. И так далее. Оставляю на ваше усмотрение съедать или не съедать корочку, которая, кстати, имеет специальное название – корнишоне. И это была история и теория пиццы. А вы какую пиццу предпочитаете? Говорят, что статистически самая популярная пицца – это пепперони. И я лично люблю гавайскую, хотя пуристы не считают ее пиццей. На сегодня у меня все. Спасибо вам за внимание. Отдельное спасибо настоящим бескультурникам, которые поддерживают этот канал на Бусти и Патреоне. И если вы не знаете, что это такое, оставайтесь на рекламу. Остальным всего доброго и до свидания. Друзья мои, если вы скучаете между субботами и хотели бы больше и чаще узнавать всякие интересности, касающиеся истории и культуры, и особенно истории бескультурья, то вы можете подписаться на мой блог на Бусти или Патреоне. Эти 2 блога абсолютно одинаковые, я там пишу одно и то же. Просто Бусти умеет принимать оплату российскими платежными средствами, а Patreon принимает разные международные кредитные карточки. И на этих блогах я почти каждый день публикую занимательные рассказы с картинками. Это на 1 уровне подписки, а на 2 уровне вы еще получите доступ к дополнительным коротким видео. Кроме того, если вам не нравится вся эта реклама, которую в вашей стране вставляет в мои видео YouTube, это еще одна причина подписаться на блоги, потому что там я размещаю субботние видео без рекламы и на 15 минут раньше, чем на YouTube. Это для тех, кто к субботе конкретно соскучился.
Еще один немаловажный ништяк для подписчиков – это возможность бесплатно скачивать мои художественные книги. Ссылку на онлайновый магазин, где вы можете их купить, я, кстати, тоже размещу внизу в описании. И последнее, но не по важности, причина подписаться на мой блог – вы тем самым поддерживаете этот канал и даете мне возможность все мое рабочее время посвящать вам. На сегодня у меня все. Всего вам доброго и до скорых встреч!